Привет, ребята! В этом выпуске мы исследуем древний храм под названием Храм Виранараяна. Он расположен в отдаленной деревне Беловаде. Здесь очень мало посетителей, но он известен своими странными необъяснимыми особенностями. Как только я вошел через крайний вход, я понял, что дизайн храма очень уникален. От главного входа вы действительно можете увидеть самую внутреннюю камеру и даже идола внутри. Он спроектирован по одной прямой линии. Единственное, что расположено между входом и идолом, это этот флагшток. На самом деле между ними 7 дверных проемов, и все спроектированы по одной прямой линии. Они идеально выровнены. Зачем нужна была такая архитектура? Я спрашиваю, зачем и почему. Возможно ли, что это просто случайный дизайн? Нет. Древние архитекторы все делали по какой-то причине. Поэтому для этого проекта должна была быть конкретная причина. Когда я расспросил священника храма, он рассказал нечто впечатляющее. Каждый год, ранним утром 23 марта, солнечный свет проникает через главный вход, пересекает 7 дверей, и этот флагшток следит за тем, чтобы солнечные лучи не падали на лицо, а попадали на ногти идола Виранараяны в основной камере. Конечно, сам идол мне кажется очень странным. Главное божество выглядит очень красиво, но посмотрите на его руки. Он держит руки, как лапы тигра. Говорят, что когти тигра ярко сияют на солнце и могут представлять собой настоящее зрелище. И такое зрелище бывает и на этом идоле. Некоторые даже утверждают, что отраженный от ногтей свет показывает 7 разных цветов. Почему это происходит только 23 марта? Почему древние строители приложили большие усилия, чтобы построить этот храм с таким уникальным дизайном? Если вы посмотрите на вид с воздуха, то поймете, что этот храм является архитектурным шедевром Древней Индии. К сожалению, сегодня большинство людей даже не знают, что такой храм существует. Посмотрите, насколько сложен этот дизайн и как красиво он выглядит. Даже археологи поражены его уникальным стилем. Он был построен примерно в то же время, что и храм Хайсалисвара, и храм Ченнакешава. Но в отличие от этих храмов, у этого есть башня. И не одна, а 3 отдельные башни. Внутри есть несколько взаимосвязанных камер, соединенных несколькими дверными проемами. Археологи говорят, что в этом храме самые блестящие в мире колонны, обработанные токарным способом. Они выглядят почти так, как будто сделаны из стекла, и вы даже можете увидеть свое собственное отражение, если внимательно присмотритесь. Всего установлено 108 столбов, и это число является священным числом в индуизме, потому что 108 – это основа самой жизни. Но архитектура заставляет задуматься. Как им удалось создать такое величественное сооружение без использования передовых машин? Ответ может заключаться в резных фигурках самого храма. Есть резные изображения Господа Вишну, держащего впечатляющие инструменты, и они кажутся безумно сложными. Но в этой резьбе есть некоторые скрытые детали, которые меня заинтриговали. Посмотрите на уровень земли. Есть 2 механизма, похожих на гаджеты, по одному с каждой стороны. Сначала я подумал, что это цветы, хотя цветы нельзя поставить на пол под таким углом. Но потом я заметил эту резьбу. Здесь эти 2 объекта наполовину находятся под уровнем земли, и видна только верхняя половина. Итак, это определенно не цветы. Зачем кому-то ставить цветы под углом 90 градусов и закапывать их наполовину в землю? Но есть и другая резьба. Здесь помощник Господа Вишну, и он тоже изображен с этими 2 приспособлениями. Вы только посмотрите на толщину зубьев этих предметов. Это абсолютно не цветы, у цветов не может быть таких толстых лепестков. Это определенно какой-то тип машин с вращающимися лопастями, как у вентилятора.
И мы можем увидеть еще некоторые фантастические детали. Он показан с крыльями с обеих сторон, а древние тексты неоднократно упоминают его как летающего бога. Итак, зачем летающему богу нужны эти вращающиеся устройства? Ответ на этот вопрос дал всего несколько месяцев назад Питер Зальцман. Кто такой Питер Зальцман? Он первый современный человек, который успешно спроектировал и летал в вингсьюте, который приводится в движение электрическими винтами. Сегодня люди могут строить различные летательные аппараты в своем гараже и добились впечатляющих инноваций в области воздушных полетов и даже космических путешествий. Использовал ли Гаруда для полетов подобную технологию? Зачем еще Богу с крыльями нужны эти два пропеллера? Но есть еще одна резьба, которая на самом деле раскрывает странную тайну. Посмотрите здесь. Ниже локтя. Вы сможете увидеть устройство, похожее на шестеренку, и кажется, что из него открывается странное устройство, похожее на парашют. Если вы посмотрите с другой стороны, то снова увидите точно такую же деталь. Такой же механизм, и что-то из него высвобождается. У меня нет абсолютно никаких сомнений в том, что это какая-то передовая технология. Но как такие сложные технологии могли существовать в древние времена? Почему боги всегда изображаются с продвинутыми техническими устройствами? Здесь вы можете увидеть Бога с чем-то очень странным. Его ноги связаны с каким-то держателем. Кажется, что его ноги намертво привязаны к опоре сзади, словно это предохранительный механизм. Хотите верьте, хотите нет, но они называются упорами для ног и используются сегодня космонавтами, чтобы удерживаться на месте, иначе они будут свободно плавать. Если это не точно такой удерживающий механизм, то что еще это может быть? Существовали ли космические путешествия в древние времена? Были ли боги древними астронавтами, прилетевшими на Землю с далеких планет? А в руках у этой фигуры есть одно устройство, которое выглядит очень продвинутым. Что это за оружие? Это огнеястра, древнее санскритское слово для огнемета. Вы можете видеть пламя, выходящее из этого оружия. Во время мировых войн солдаты использовали огнеметы для уничтожения своих врагов, и это считалось очень мощным оружием. Посмотрите, эти солдаты носят защитные каски по понятным причинам. Не поэтому ли Бог показан в защитном шлеме? Существовало ли в древности такое оружие, как огнеметы? Но, пожалуй, самая совершенная резьба в этом храме находится внутри, в самом храме. Когда мы идем к главному залу, мы можем почувствовать энергию, вибрацию, поднимающуюся внутри вас. Думаете, что это просто иррациональное чувство? Или этот храм как-то связан с энергией? Если вы посмотрите вверх, вы увидите эту передовую резьбу, которая очень похожа на современный генератор или даже на дуговой реактор. Но пойдемте дальше. Что вы думаете об этом? Это сделано совершенно по-другому. Совсем не такой, как предыдущий. А как насчет этой резьбы? Что вы думаете? Это просто причудливые и бессмысленные узоры? Почему они напоминают современные технологии? Были ли летательные аппараты в древние времена? Использовали ли древние строители передовые оружия и инструменты? Пишите ваши мысли в комментариях. Я Правин Мохан, а в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.